Ребятки, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. На ваши просьбы в инсте и на ютубе постоянно вы мне пишете, где же расклады на личную жизнь. Хорошо, поскольку у нас сейчас идет с вами период святок, кто не знает, это период у нас с 6 по 19 января, он считается наиболее сильным в году, потому что якобы в этот период все расклады, которые вы совершаете, они дают вам максимально полную информацию и отвечают на максимум ваших вопросов. Поэтому будем копаться, стараться для вас прояснять наиболее важные и значимые моменты. Итак, первым запросом, который вы мне оставляли, это был такой вопрос причины измены. Сейчас будем делать такой расклад, причем расклад, который можно смотреть, как я говорю, в двухстороннем порядке. Что значит двухстороннем? То есть вы можете просматривать, допустим, почему вам изменил партнер, причем, допустим, тот, который с вами или который у вас был в прошлом, или партнерша, или, допустим, почему вы сами пошли на измену, если вы сами себе затрудняетесь ответить на этот вопрос. Поэтому я говорю, что он интересен тем фактом, что вы можете просматривать его в обоих направлениях. Итак, сегодня у меня в работе замечательный таро Кривого пути. Колода такая очень сложная, но раскрывает такие вот моменты сложных психоэмоциональных взаимоотношений. Я выложу 8 вариантов. Вы можете выбрать несколько вариантов, если у вас было, допустим, почему вам изменил там партнер, выбрали, например, первый, да, почему вы там кому-то изменили, выбрали, например, там 7. Я утрирована. Дай бог, чтобы у вас в жизни этого не было, чтобы вы были счастливы, но всякое случается. Поэтому будем прояснять ситуацию для тех, у кого такое произошло. Выложу 8 вариантов, настраивайтесь и будем прояснять эту ситуацию. Итак, в чем же по факту была причина измены? В чем была причина измены для тех, кто у нас выбрал первый, второй, третий, четвертый, 5, 6, 7 и 8 варианты. Арканы перед вами. Стараюсь их подвинуть, чтобы вам было хорошо видно. Если необходимо больше времени, ставьте видео на паузу, чтобы вы могли сосредоточиться и выбрать для себя тот вариант, который с вами более созвучен или резонирует. Ну а мы с вами приступим к чтению карт. Итак, для тех, кто у нас выбрал первый вариант. В чем была причина измен? Здесь по тузу мечей это острая ситуация. Могу сказать так. У многих выедали кому-то мозг чайной ложечкой, делали мозги. И человек от этого просто устал. Это бывает в тех ситуациях, когда постоянно к чему-то, знаете, докапываются. Пытаются обвинить в изменах, которых нет, в каких-то поступках, которых человек не совершал. Постоянно пытаются анализировать его слова, действия, поступки. И это приводит к тому, что человек настолько устает от этого, не могу сказать из-за цензуры нехороших слов, но вы меня понимаете, устает от этого пележа и уже думает, если уже изменять так, чтобы, как говорится, было за что, и терпеть вот эти вот все издевки, эти все подколы. Поэтому здесь это в большей степени могло быть сделано как назло. Либо, знаете, как с целью уже просто отпустить эту ситуацию, потому что, надоело это слышать. Это уже, знаете, как если вас ранят, так вы хотите ранить в ответ. Потому что вам все время здесь выносили мозг. Или вы кому-то выносили мозг. То есть, смотря кто для чего смотрит. Вот основной мотив был как раз именно в этом. Потому что кому-то делали мозги. Причем это, допустим, могли быть вы. Допустим, если вы своему партнеру выносили мозг. Или, допустим, родственники, окружение. Постоянно сплетничали, доносили вам эту информацию, вы пилили партнера за это, вот как так. И человек здесь уже просто не выдержал. Еще по тузу мечей, сейчас я проясню, дотяну эту карту. Но здесь, если посмотреть... Сейчас.
вот смотрите, у нас здесь ложится шестерка чаш, у нас здесь ложится двойка мечей, как мы видим, аркан маг. Здесь были очень четкие манипуляции. Здесь была постоянная привязка, отсылка к прошлому, что человек или пытается восстановить прошлые связи, прошлые отношения, что он сопоставляет, сравнивает, либо не может что-то забыть. То есть человека действительно здесь фактически выели. И манипуляции могли проходить как с вашей стороны, так и со стороны вашего окружения. Человек устал отпускать эту ситуацию, устал от этого закрываться. Ну, могу посмотреть, сожалеет ли об этом партнер или сожалеете об этом вы, о этой ситуации. Ну, если смотреть по арканам, девятка пентаклей, тройка пентаклей и императрица, нет, это была планомерная такая работа с целью насолить своей партнерше. Видите, вот здесь падает императрица, а девятка пентаклей — это любовница. Это вот планомерный труд, на который человек здесь настраивался, потому что ему надоело, что его пилят. Поэтому здесь желание отомстить, оплатить той же монетой. Сожалений здесь никаких не вижу. Это было все, знаете, как безэмоционально, потому что даже вот девятка пентаклей, тройка пентаклей, пентакли они расчетливые. Это то, что делается безэмоционально, планово. Когда человек, ну, четко себе отдает действия, как бы, знаете, своим поступкам, то есть что он делает, как он делает, для чего и почему. Поэтому сожалений по этому поводу нет. Хотел бы ли человек что-то здесь в этой ситуации поменять или изменить, да, скажем так, повернуть время вспять, чтобы этой измены, допустим, не было. Если смотреть по картам, рыцарь мечей, справедливость и девятка чаш. Нет, человек от этого получил удовольствие, потому что рыцарь мечей, справедливость — это вернуть той же монетой. Это, знаете, как напиться досыта этих эмоций. Поэтому я не могу сказать, что сказать прямо здесь равноправно. Человек это делает от обиды. О поступке не сожалеет, ситуацию повернуть вспять не хочет. Он считает, что это были правомерные действия с его стороны на то, как к нему относились. Поэтому услышьте меня, пожалуйста. Я понимаю, что для многих эта информация неприятна. Кстати, очень часто мне пишут, что вот я, допустим, выбрала какой-то вариант, а у меня не так. То есть вы могли интуитивно неверно настроиться, выбрать не свой вариант, такое может быть. И второй момент, ну поверьте, вас десятки тысяч людей. Даже 8 карт не смогут отразить то многообразие ситуаций, которые происходят в вашей жизни. Поэтому действительно может быть такой момент, что в данном раскладе просто нет вашей ситуации. Поэтому учитывайте эти нюансы. Так, а мы с вами посмотрим для тех, кто у нас выбрал второй вариант. Что стало причиной измены? Ну, по аркану башня могу сказать однозначно, это то, что отношения по сути уже были мертвыми. Они давно уже пережили свое крушение, они пережили ситуацию холода, отчуждения. То есть все, здесь уже нечего было спасать, нечего было реанимировать. Поэтому человек без зазрения совести здесь пошел налево. Ну, башня — это, знаете, своего рода как люди, которые могут жить под одной крышей, как сожители, как, не знаю, партнеры по воспитанию детей, как партнеры по бизнесу, как угодно. Но это уже не те люди, которых что-то здесь связывает, какие-то теплые чувства. Сейчас раскроем этот аркан. Что у нас здесь по факту? Так. Ну, что мы видим? Так, у нас здесь ложится двойка жезлов, пятерка чаш и дьявол. Человек шел осознанно, потому что по двойке жезлов это было с чем сопоставить, с чем сравнить. От тех эмоций, которые ранее, допустим, были с вами, он наново получал те же чувства, любовь, заботу, ласку и внимание от нового человека. Поэтому здесь вот пятерка чаш. У вас все умерло, отмерло. Человек понимает, что все, ловить здесь нечего. Время прошло. Ваших отношений, вашего союза. Все, что здесь вас может связывать, приковывать, это только привычка, это материальное, имущественные какие-то ценности, то есть это обязательства, дети и прочее. Но отношения были мертвые изнутри. Поэтому человек шел на это осознанно, по сути, не переживая, что сделает вам больно или вас ранит. Если вы смотрите свою ситуацию, то вы шли на это осознанно, без каких-либо сожалений или боязни что-либо потерять. Это как выверенный шаг. Ну, проанализируем, конечно, сожалеет ли партнер или партнерша об этом поступке. Партнерша об этом поступке, сожалеет ли?
Мы здесь видим, у нас ложится рыцарь пентаклей, у нас здесь падает королева жезлов и туз жезлов. Никаких сожалений здесь я не вижу. По рыцарю пентаклей человек к этому планомерно готовился, и здесь человеком овладела страсть. Как новое желание, новое стремление загорелось, здесь, знаете, вот новая искра. Поэтому нет здесь моментов сожаления. Нет здесь моментов разочарования, нет здесь каких-то моментов, что человек сокрушается относительно того, что мог вам причинить боль. Нет этого, понимаете, потому что здесь как бы надо почувствовать себя живым или живой. По этим картам это было действительно стремление как возродиться, потому что в текущих отношениях, в которых человек состоял с вами, по башне это все, это, знаете, как выжженная земля, ловить там нечего. Посмотрим, конечно же, сожалеет ли ваш партнер или партнерша о содеянном. Хотел ли бы человек повернуть время вспять? Как мы видим, у нас здесь ложится тройка чаш, у нас повешенный, тройка пентаклей. Нет. Сожалений здесь нет, потому что по повешенному человек здесь ощущает себя в статусе жертвы. И здесь это было, знаете, как выверено, планомерно. Тройка пентаклей, вот, смотрите, пила в руках, да. Человека постоянно пилили, не было позитивных эмоций, постоянно был какой-то эмоциональный застой, постоянно человек себе в чем-то отказывал. Знаете, как... Время для него остановилось, жизнь остановилась, нет каких-то ярких красок, ярких эмоций, поэтому и сожаления относительно вопросов измены здесь не присутствует. Хорошо, смотрим для тех, кто у нас выбрал третий вариант. Ох, у вас какой падает здесь интересный аркан. Ну что могу вам сказать? По этой карте это было в первую очередь сильное притяжение. Эмоциональное, сексуальное. То есть здесь человек не смог совладать со своими эмоциями, со своими страстями. Сейчас даже перетасуем, посмотрим. Да, смотрите. Дьявол... Рыцарь мечей, тройка чаш. Это, знаете, действие по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Могу сказать однозначно, что здесь человека длительный период провоцировали на измену, на сексуальные контакты, на сексуальную инициацию. То есть тут человек стоял до последнего, но это уже все. Знаете, когда взяли человека на абордаж, как я говорю, и силой посадили на короткий поводок. Кстати, по этим картам, поскольку здесь у нас ложится дьявол, рыцарь мечей, тройка чаш, может быть применение какого-либо воздействия на человека. То есть я имею в виду магию, да. Когда человеком грамотно манипулируют, грамотно управляют, и он, как податливый теленок, идет за вами на поводу. Поэтому, или я имею в виду за соперницей, или если меня смотрит мужчина, то так могли увести вашу партнершу, знаете, как ушла, даже не оглядываясь назад. Хорошо. Сожалеет ли ваш партнер или партнерша об измене? Блин, те же карты ложатся, как почти в предыдущем варианте. Повешенный маг и, как мы здесь видим, паж мечей. Могу сказать так, человек это очень много анализировал. Причем не только самостоятельно, но и, допустим, при помощи психолога. Обращался к каким-то коучам, консультантам, пытался разобраться в себе. По повешенному магу мог обращаться к каким-либо эзотерикам, будь то астрологи, тарологи, нумерологи, с целью для себя прояснить эту ситуацию и понять, то есть что это? Это по карме, или это какой-то кармический урок, или так должно быть. Потому что, по сути, здесь человек действительно был растерян и потерян. Повешенный маг, это, знаете, как непонимание сути происходящих вещей. То есть попытки это докопаться до этого, проанализировать, осознать, почему так произошло, что стало для этого первопричиной. И, знаете, как человек сам такой, как в состоянии прострации, потом, как такое могло случиться. И здесь, по этой триаде, это попытки рассмотреть эту ситуацию с любых точек зрения. Поэтому человек и обращался к практикам с целью прояснить для себя эту ситуацию.
Но я дотягиваю здесь все-таки, если здесь какие-либо воздействия, ну, потому что это важно, и у нас здесь мы видим падает рыцарь жезлов. По рыцарю жезлов это все-таки сексуальные привязки, поэтому да, здесь имело место быть в связке в совокупности карт, и человека действительно могли увести по деструктивным программам. Ну хорошо, посмотрим с вами, проанализируем. Ну, хотел бы человек повернуть время вспять, изменить эту ситуацию. Смотрите, нет. Четверка мечей, королева пентаклей, рыцарь пентаклей. Человек считал, что эта ситуация неизбежна, что ситуацию изменить было нельзя, и нет смысла вообще что-то здесь менять. Это своего рода как отработка кармы. Ну, то есть так человек воспринимал эту ситуацию. То есть здесь не было даже мысли о том, что а вдруг этого не могло быть. Человек считает, что здесь на ситуацию повлиять не мог. Это, знаете, как просто принять ее как данность. Но не более того. Поэтому так. Хорошо. В чем причина измены для тех, кто выбрал у нас с вами четвертый вариант? Влюбленные. Слушайте, ну по влюбленным это ситуация выбора, и это действительно могли быть чувства. Это действительно могла быть глубокая любовь. Это мог быть выбор по сердцу. Это могло быть идти осознание того, что вот это мое предназначение. Давайте прояснять, так ли это. Потому что в данном случае здесь, обратите внимание на эту карту, это возродиться ото сна мертвых. То есть это человек, который в нем пробудил жажду к жизни. В чем-то, знаете, кстати, по этому аркану, конкретно в этой колоде, очень часто это появление соперника или соперницы в тот момент, когда ваш партнер переживал какой-то кризис, какие-то сложные моменты жизненные, будь то неудачи на работе, будь то какие-то болезни, будь то там, не знаю, какие-то проблемы с законом, или когда, знаете, все и сразу, вот эта карта появляется именно тогда, потому что здесь, знаете, как восстать из мертвых, фактически так. Ну, посмотрим, что же там по факту. Так, что мы здесь видим? У нас ложится здесь девятка жезлов, колесница, двойка пентаклей. Могу сказать, что к вашему партнеру или партнерше подбирали ключик, подбирали долго, подбирали планомерно. Но здесь все равно у человека ощущение, что это как мой брат-близнец, моя душина, моя вторая половина. И человек осознанно принимал решение продолжать свой жизненный путь с этим человеком. Поэтому здесь это было действительно, знаете, как незатуманенное какое-то решение, несмотря на то, что к нему подбирали ключик. А человек здесь на это пошел со всей долей ответственности. Хорошо, хорошо. Сожалеет ли человек об измене? Сожалеет ли? Тройка, так, секундочку. Что мы видим? Тройка пентаклей, у нас здесь падает королева мечей, падает шестерка пентаклей. Могу сказать, что нет. Почему? Потому что это еще касается тех, у кого здесь была ситуация служебного романа, то есть знакомства по работе, по деловым контактам. Потому что ну, здесь в большей степени это идет речь о мужчине и женщине воздушной стихии, весы, близнецы или водолей. Так вот, для него эта женщина была активным подспорьем, помощью, то есть отдавала всю себя и в плане работы, и финансовой помощи, и какого-то подспорья. То есть, ну, фактически она его вытаскивала из каких-то проблем. Поэтому здесь человек высоко оценил эту отдачу, это желание положить себя на алтарь, потому что, видите, вот, поила своей кровью, своим я, своим внутренним миром, отдавала всю себя без остатка. Так, хорошо. Хотела бы партнер повернуть время вспять. Что тут? Ох, смотрите, для него это был такой сложный и тяжелый выбор. Потому что по двойке жезлов здесь хоть разорвись, это два сердца, это эмоциональная тяга к одной и к другой. Очень сложно человеку это давалось, вот серьезно, для тех, кто выбрал четвертый вариант. Но по этим картам могу сказать однозначно, что вот этот его выбор, я имею в виду в пользу соперницы, или если не смотрит мужчина в пользу соперника, он был продиктован в первую очередь еще и помимо всего прочего какими-то корыстными мотивами. Почему? Потому что это завершающий туз пентаклей, это как новый шанс, это новые возможности, это человек, который может сохранить деньги, привнести ресурсы, или наоборот, знаете, если не сохранить, то как бы привнести свое.
То есть дать новый старт, новые возможности. Ну, здесь, ребята, еще основной мотив. По 4-му варианту вы на меня не обижайтесь, но здесь действительно чувство, здесь искренность. То есть человек, ваш партнер или партнерша, вашего оппонента здесь любили. Не знаю, как там происходит в жизни сейчас, но здесь вот конкретно в этом варианте, в 4-м изменном была по любви. Поэтому не обессудьте, ну как есть. Хорошо, для тех, кто у нас выбрал 5-й вариант, что у нас здесь? Какой интересный аркан. Понимаете, это может быть как фактически весь свыше, потому что у нас здесь падает аркан жреца, только здесь он у нас в некоторой такой другой интерпретации. Это то, что идет по карме, идет по судьбе. Потому что человек идет как духовный наставник, идет как духовный путеводитель. И когда, допустим, ваш партнер познакомился со своей соперницей, это, знаете, человек, который открывает глаза на какие-то совершенно знакомые вещи, то есть человек смотрит на это по-другому. Это очень сильный такой толчок, фактически квантовый толчок. Это такое эмоциональное, духовное, личностное развитие. Более того, здесь могло быть вполне стремление к официальному браку, созданию новой семьи. Сейчас посмотрим, что здесь по этому варианту, по 5-му. Так, что здесь по 5-му варианту? Ну, смотрите, паж пентаклей, рыцарь пентаклей и королева пентаклей. Здесь желание строить стабильные отношения, потому что, во-первых, здесь могла быть первопричина ситуации зачатия, деторождения, поэтому это желание на себя брать ответственность. Во-вторых, здесь партнер четко в этой новой партнерше мог видеть женщину для создания семьи, более того, человека статусного, человека стабильного, человека, который, знаете, как смотрит с ним в одном направлении. Потому что здесь преобладает стабильность, материальные ценности и желание двигаться совместно вперед. Еще, ну, я сейчас дотянула это в единичных вариантах. По этому аркану на момент знакомства, допустим, ваша соперница могла быть в браке. Тут даже вплоть до того, что человек мог увести кого-то из семьи. Хорошо. Сожалеет ли ваш партнер об измене? Туз пентаклей, рыцарь мечей. Так, и как мы здесь видим, у нас падает королева чаш. Нет, это осознанно, это даже, знаете, как без тени сожаления, потому что здесь эмоции захлестнули через край. Тут я никаких сожалений не вижу. Знаете, как не сгорание чувства стыда, не съедая здесь совесть, и тут нет самобичевания. То есть человек понимает, что вот это мое, это то, что прописано мне по судьбе, по линии жизни. Хорошо, хотел бы человек повернуть время вспять, хотя бы, может быть, чтобы каким-то образом чинно-благородно разойтись, а не на основе этой ситуации. Что мы видим? У нас здесь падает 10 чаш, у нас здесь падает 8 чаш и 2 жезлов. Нет, человек сделал этот выбор осознанно, он осознанно ушел, и он осознанно обрубал все края, все концы. Нет здесь сожаления, нет. Абсолютно нет. Простите, но как есть. Так, для тех, кто у нас выбрал 6-й вариант. Что у нас здесь? По какой причине состоялась измена? 7 пентаклей. Знаете, я могу сказать так. Не то чтобы от безделья, зачастую по этой карте, это когда человек чего-то ждет очень долгий период, это не происходит. Например, если девушка очень долго ждет замужества, ее кормят обещанным 3, 5, 10 лет и больше, она уже просто стоит ждать. Или если это партнер, который ждет каких-то изменений в жизни, какой-то стабильности, там, ситуации, деторождения или того факта, что вы там остепенитесь. И знаете, как устает ждать, потому что голова как дом советов. Надоели эти ограничения, надоела жизнь в клетке и надоела жизнь без каких-то планов и целей на будущее. Сейчас посмотрим, что же здесь по факту. Так. Итак, что здесь? Прям сегодня карта как на подбор. Тасуй, не тасуй. Вы понимаете, на тему измен, но все равно падают одни и те же арканы. Что здесь?
Снова это двойка жезлов, восьмерка чаш, и, как мы видим, паж жезлов. Здесь было осознанное желание сопоставить и сравнить, а не трачу ли я свои лучшие молодые годы, когда есть альтернативный вариант, когда есть что прощупать, из чего выбрать лучше. И здесь человек обрубал концы осознанно, видите, отсекал вас, потому что по пажу жезлов интерес, любопытство к новому, оно взяло верх. Тут было такое понимание, хуже уже не будет, мне терять нечего. Слишком долго ждала или слишком долго ожидала. Поэтому от чего, на что я ради чего размениваюсь? Вот основной посыл, вот основной лейтмотив по этой ситуации. То есть у человека такой, ну все равно мне здесь нечего терять, нечего мне здесь ждать. Хорошо. Сожалеет ли партнер или партнерша об измене? Сожалеют ли? Так, как мы видим, здесь девятка мечей, пятерка мечей и тройка чаш. Могу сказать, что сожаление здесь есть. Здесь есть чувство и стыда, и сожалений. Но сожаление в первую очередь, что вам отравляли жизнь. Сожаление за то, что в какой-то степени это не сделали раньше. Потому что человек понимал, что свои лучшие годы он потратил в никуда. Плюс, помимо всего прочего, вот эта вот девятка мечей, пятерка мечей. Он понимает, что ситуация, которая, допустим, вас прибила. Прибила, знаете, как... Ну, это и расстаться врагами, это расстаться нехорошо. Человек сожалеет только о том, что не сделал этого раньше. То есть, знаете, как не дал вам возможности раньше скорректировать, построить свою жизнь и себе. Почему я говорю именно в таком ключе, да, сожалеть? Потому что, видите, итоговая карта тройка чаш. То есть здесь человек насытился положительно. И вот сожаление, блин, почему я не сделала этого раньше? Вот такое вот здесь привкус измены у человека оказался. Так, хорошо. Хотел бы человек повернуть время вспять, извиниться или что-то вообще здесь изменить. Так, как мы видим, у нас здесь ложится паж мечей, королева жезлов, и у нас здесь падает двойка чаш. Если бы в свое время вы сделали какие-то действия, которые человек ждал, этой измены бы не было. То есть, более того, здесь были бы стабильные, крепкие отношения. Видите, вот двойка чаш, итоговая карта. Но так никаких конкретных действий и перемен с вашей стороны не было. Понимаете, вот сейчас меня многие, я уже понимаю, предвкушаю, что женщины будут писать, что ему там, козлу не хватало, да? Я там все для него. Ребят, вот здесь перемены, они могут касаться абсолютно любого формата. Например, для кого-то, услышьте меня, это не с позиции, что я там на это сетую. Кто-то, допустим, не хотел, чтобы в вашу жизнь вмешивались родственники, а вы, наоборот, очень часто внедряли их в свою жизнь, да? И человек вас просил от этого отказаться, а вы не могли. Или когда на первое место вы ставили работу или свои какие-то увлечения, забивали на человека. То есть вы не слышали вашего партнера или вашу партнершу. Поэтому так. А все действительно могло быть по-другому. Это правда. Это правда. Так, для тех, кто у нас выбрал седьмой вариант, что у нас здесь? Ой, слушайте, ну по колесу фортуны это то, что было по карме. Это ситуация, которую обойти человек не мог. Это испытание, которое он должен был пройти от А до Я. То есть то, что предписано. Но смотрим. Как много старших арканов сегодня. Так, что у нас здесь ложится? Как мы видим, пятерка чаш. У нас здесь падает король пентаклей. И как мы видим, у нас здесь ложится королева мечей. Так вот, здесь идет осознание, что отношения себя исчерпали. Видите, вот пятерка чаш. Потому что вы слишком разные. Кто-то хочет стабильности, замкнутости, быть, знаете, как мой дом, моя крепость. А кто-то хочет свободы, хочет легкости, хочет, я говорю, витальности. У вас абсолютно противоречивые взгляды на жизнь. И вот из-за того, что партнер, то есть у вас вы слишком разные, каждый меряет своими жизненными категориями, здесь ваши взгляды не сошлись. Поэтому было такое принятое решение. Вот видите, пятерка чаш, нас ничего здесь не держит. Нет общей базы, нет общих интересов. Это ситуация, которая утрачена. Ну, сейчас посмотрим, что тут у нас.
Сожалеет ли ваш партнер или партнерша об измене? Могу сказать, что если глядя вот на эти карты, никаких сожалений нет, потому что партнер ощущал себя одиноким в союзе, слишком было много конфликтов, слишком много было каких-то перипетий. Более того, у некоторых на факт измены мог повлиять разъезд. Например, когда партнер по причине работы уезжает в командировку или там на заработки, но слишком длительное нахождение на расстоянии друг от друга, оно повлияло на тот факт, что ваш партнер или партнерша не ощущали поддержки рядом, не ощущали крепкого плеча, не ощущали помощи. То есть, знаете, как сам пью, сам гуляю, сам стелюсь, я сам лягаю. Как будто ты живешь сам по себе. И вот именно эта ситуация толкнула на такие перемены. Хорошо. Сожалеет ли ваш партнер или партнерша об этой ситуации? Точнее, знаете как, хотел бы повернуть время вспять. Вот, хотел бы повернуть время вспять. Шестерка чаш. Так, шестерка чаш. У нас ложится здесь семерка пентаклей и семерка чаш. Но человеком здесь овладевает вопрос ностальгии. Это однозначно. Но если смотреть по этим арканам, для него это все равно ситуация трудного выбора. Человек бы все равно, находясь рядом с вами, метался. А вдруг есть лучше, а вдруг я упускаю свою возможность, свой единственный шанс. Поэтому сказать, что здесь есть какие-то сожаления, нет. Сожалений по этому поводу я здесь не вижу. То есть человек эти перемены воспринимал как данность. Так. Дальше, что у нас здесь по 8-му варианту? Десятка жезлов. Десятка жезлов – это для человека сложная ситуация. Почему? Потому что на него давит как камень. То есть, как правило, такие ситуации у нас происходят, я говорю, по пьяни, не подумав, там, не дай бог у кого-то там, не знаю, наспор. То есть человек не отдавал себе отчет в своих действиях, в своих поступках. И теперь действительно об этом сожалеет. Ну, будем смотреть, так ли это. Так ли это? Так, что мы видим? Тройка пентаклей, у нас падает здесь восьмерка мечей, и у нас падает восьмерка пентаклей. Я могу сказать так, что человек это могло состояться, знаете, как вынужденно. Во-первых, как я говорю, человека, ну, знаете, фактически, ну не то чтобы заставили, могли принудить ради карьеры, ради деловых сделок или контактов, потому что, видите, здесь карта работы. Вот тройка пентаклей, восьмерка мечей, восьмерка пентаклей. Это первый момент. И второй момент, это могло случиться там в командировке, либо на корпоративе. То есть человек, вот видите, восьмерка мечей, здесь не отдавал себе отчет в происходящем. Был скован. Ну, кто-то воспользовался этой ситуацией. Поэтому, если смотреть по этим картам, это не то, что здесь, знаете, говорю, любовь, морковь, какая-то сексуальная тяга. Ну, бывает, так, к сожалению, в жизни. Так сталося. Хорошо. Сейчас даже посмотрим, что тут по факту. И я могу вам сказать, что вот в 8-м варианте человек хотел бы от этого уйти. Видите, вот шестерка мечей, жрица, и мы видим пятерка мечей. Человек очень сильно об этом сожалеет, горюет, знаете, от себя терзает, рвет на себе волосы. Вот здесь человек искренне осознает, что это был такой провал, такая ошибка, такая греха, которую он себе простить не может. Вот именно в 8-м варианте это было... Знаете, человек сам себя горит, как он мог так поступить, или почему он это сделал. Хотел бы ваш партнер или партнерша повернуть время вспять. Что мы здесь видим? У нас здесь падает аркан мира, у нас падает справедливость, у нас падает туз, господи, туз, паш чаш. Однозначно да, на 1000% да. Человек хотел бы повернуть всю ситуацию назад, чтобы этого не было, чтобы ваши отношения были крепкими. Тут вот человек сожалеет на 1000000% о факте измены. Вот из всех 8 вариантов этот единственный, который четко указывает, что человек здесь и раскаялся, и понял, и осознал, и его это гложет, и его это давит, и он себе места не находит. Поэтому вот так.
Что ж, мои хорошие, я надеюсь, что эта информация для вас была полезной, была для вас со знаком плюс, для себя вы сделаете какие-то выводы. Верю в то, что информация вам во благо, ситуация с вами резонирует и созвучна. В любом случае, пишите в комментариях, как у вас в жизни отыгралось, как у вас было, вторят ли карты вашу ситуацию. Ну и в целом, какие бы темы вы дальше хотели видеть в видео, что бы вы хотели рассмотреть. Я вас благодарю за внимание, с вами не прощаюсь и до новых встреч.